Привет, с вами Лиза Аленс, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео, как вы понимаете, у нас тема ролика Bring Back Valka, пожалуйста, верните Valka, да, конфликт, который образовался между компанией разработчиков Infold и фанатами игры Love and Deep Space, потому что персонажа анонсировали, персонажа в игре сказали, что он выйдет, показали трейлеры, показали анонс, а потом все отменили. И так как я кручусь во всех этих новостях с того самого момента, как вышел пост о том, что Valka не будет, я уже, как мне кажется, стала разбираться во всем этом конфликте, что, как, зачем, почему. Видела массу слухов, какие-то из них, может быть, правда, какие-то нет, непонятно. Теперь, когда шок прошел, эмоции улеглись, хочется уже все это разложить, поговорить, обсудить. Для тех, кто вообще не в курсе, как раз, может быть, вот они узнают обо всем вот этом. Для тех, кто знает поверхностно, как раз вот расскажу все, что имеем, все, что собралось по фандому. Вот, сделала для себя такую вот табличку, да, Bring Valka Back. Буду подсматривать, потому что материала у меня для этого видео действительно собралось много. И давайте начнем. И для начала я хочу с вами поговорить о том, в принципе, про хронологию событий, да, как все было. 22 июня у нас выходит анонс Valka, нового 6-го любовного интереса в Love and Deep Space, то есть появляется трейлер, карточки, все как бы нам его показывают, и все ждут, в принципе, Valka. И здесь важно заметить, так как я кручусь, в атмосфере, так скажем, сервера Global, да, то есть не на каких-то китайских особо сайтах, я очень редко сижу, и, в принципе, что-то не особо заходила как-то в соцсети, то есть, да, я видела новости там, главные новости, короче, я видела официальные новости, а какие-то обсуждения, какое-то что, это происходило только в каких-то моих очень личных канальчиках в основном. И я упустила тот момент, что китайской части фандома Valka не понравился вообще. Вот, да, мы попозже как раз поговорим про причину отмены, и это будет фигурировать. Вот, потому что европейская часть, в принципе, как бы, да, не европейская, а Америка, Европа, в общем, вся, скажем, западная часть прореагировала очень, положительно, позитивно. Мне перс тоже понравился. То есть сначала это было вау, типа, 6-й любовный интерес, вы что, серьезно? Типа, прям было... Вроде как бы были разговорчики, но никто особо не верил, что он действительно выйдет. И он выходит. И чем больше выходило трейлеров, тем лично для меня он становился все более каким-то уже своим, родным, появлялся к нему интерес, и я думала, что, да, мне нравится этот чувак, и, возможно, мне станет вторым фаворитом вместе с Сайлосом. И чем дальше, чем больше времени шло, тем больше я в этом убеждалась. То есть думаю, да, он может стать моим вторым любовным интересом. И я помню, что я шла на работу и думала, вот, да, скоро обнова, я как раз буду в отпуск скоро, и вот я так это все предвкушала, потому что, в жизни тоже бывают не очень позитивные события, да, и вот у тебя вот есть какая-то зацепка, точка, ради которой, стоит жить. В общем, отошли мы немножко от темы, и далее, 27 июня разработчики нам пишут, что Valka, часть долгосрочного плана, что мы понимаем ваши волнения, но нет, все хорошо. То есть они как бы выпускают утешительный пост. Я сначала даже не поняла, что они утешают, потому что, мне все было ок, типа, мне было норм. И оказалось, что не всем ок. То есть они нам подарили круточки, все такое. Оказалось, что китаянкам не ок, китаянкам Valka не понравился, они развели волнение, что мы не хотим, все такое. И как бы вроде сказали, что точно нет, Valka мы не отменим. 28 июня был стрим, показали его карточки, показали интерактив уже с ним, то есть нам еще раз его показали. И просто наступает 30 июня, то есть проходит, да, от момента, что они пишут, что Valka мы не тронем, нету, что он будет, мы потом вот и этих будем развивать, вы не переживайте. Проходит 3 дня, и они просто такие, нет, мы его не будем выпускать. Раз вам так не нравится он, и нет вам никакого Valka. Хрена вам, а не Valka. И любовных интересов в дальнейшем мы тоже выпускать не будем. Все, идите отсюда, до свидания, покедово.
я помню, что мне подружка переслала этот пост, я как раз шла с работы, то есть я утром в обед на работе, там работы дофига, у меня так фоновая мысль, что вот, скоро отпуск, скоро обнова, ура, какое-то событие в этой жизни, со всякими блокировками и с прочим, что-то радостное происходит. И тут они такие, а мы отменяем, а не будет. Это был шок. Это был такой шок, что я помню, я записала подружке голосовое, там матерное слово было просто вот, ну, сначала матерное, потом 3 нормальных, матерное, 3 нормальных. Вот уж примерно это выглядело вот так. В канал тоже свой, мой телеграм-канал, да, кто захочет, заходите, буду вам рада. Там тоже записала свою тогда... шла с работы и записала эмоциональное голосовое, потому что я не знала, куда эти эмоции деть. Я сейчас вот просто мусорки пойду пинать от злости, от непонимания, что вообще происходит. Ну и, собственно, вот так как поднялась шумиха, все начали разбираться, а что, почему, а что вообще случилось. И что было? То есть весь конфликт произошел в китайской части фандома, Европу и, ну, в принципе, Запад, будем говорить, все устраивало, а китайцам первично, что им не понравилась внешность Валка. То есть для них он слишком, во-первых, слишком европезированный, и он больше ориентирован, типа, вот на нашу аудиторию, поэтому, собственно, им понравился. А им не понравилось, что он такой вот мускулистый, такой вот мужчина, да, а им нравится, чтобы он был такой вот аниме-мальчик, такой вот смазливенький, такой вот ближе, ну, там, к Рафаэлю, к Савьеру, что-то вот такое няшненькое. Они такое хотели, а нам дали такого мужика, качка, высокого, такого, знаете, вот это вот шкафище. Мне очень все понравилось, вот. Но нет, пожалуйста, вот дайте нам андрогина. И как кто-то из китаянок где-то написал в комментариях, да, какой он вот хотел любовный интерес, братика, о котором можно заботиться и трахать. Ну и затем на Валка повесили просто все грехи Love in Deep Space. И я прям пробегусь по пунктам. Первый момент, что он в трейлере залезает в дом главной героини через окно, и все, это просто, что это символизирует собой, что он вот небезопасный такой, что и он и насильник, там просто вот раскрутили все так, что он просто вот он маньяк. Далее, что он приписали ему бисексуальность, я не знаю, как, где и почему это нашли, но решили, что этот персонаж был создан специально для геев. Это никак нигде не подтверждалось, нигде не говорилось, вот они так решили. Но главная претензия была в том, что другие персонажи не получали давно сюжетные обновления, и типа вот сейчас выйдет Валку, он перетянет на себя все одеяло, опять сюжета нам не дождаться, и вообще компания занимается только выкачкой денег и все такое. И компания, когда она оправдалась, что да, нам нужен 6-й любовный интерес, чтобы сюжет развивать уже полноценно, когда мы всех выпустим и сможем нормально раскрывать это все. Но нет, это никого не устроило, типа нет, нам Валка мешает, зачем его сделали, и никому даже в голову не приходит, что если сейчас его уберут, да, что, собственно, происходит, то компании придется просто переписывать весь сюжет, и помимо того, что займет еще больше времени, чем если бы они просто выпустили с Валкой и выпустили продолжение с другими персонажами через какой-то промежуток времени, то еще это и обрастет какими-то сюжетными дырами, то есть кому сделали лучше, непонятно. И следующий момент, за который прилетела Валка, хотя он вообще бедный, просто тут реально не виноват, объясню позже почему. В файлах игры китайцы нашли число 731, их просто прорвало, потому что 731 для китайцев ассоциируется с японским отрядом, который ставил военные эксперименты над людьми. Вот, и для китайцев это просто супер больная тема, использовать эти числа, эту комбинацию чисел, да, в игре, это просто вот удар под дых, но нюанс в том, что да, это реально, будем говорить, проеб инфолда, либо кто-то из компании подставил, да, когда-то использовал это, но дело в том, что это нашли в апреле в файлах Ксавьера. То есть, в каком-то из мифов, что ли, Ксавьера, не могу точно сказать, где это было найдено, но то есть это относится к Ксавьеру. Причем здесь Валка, я просто не понимаю. То есть, да, косяк игры, можно признать, но Валка тут абсолютно, он не виноват, реально. И в китайских соцсетях начался бунт, начались отписки, жалобы, насколько известно,
на адрес компании были высланы мешки, не мешки с навозом, что для китайцев означает пожелание смерти. Ну, в общем, все, что плохое можно было делать и высказывать свое фе, китайцы это делали всячески. И это дошло до крупных государственных СМИ, то есть шумиха вышла на небывалый уровень, компанию стали критиковать и все такое. И в итоге разработчики они пытались утихомирить, аудиторию, задобрить, но в конечном итоге 30 июня вышел информационный пост о том, что окей, мы просто отменяем персонажа, раз он вам так не понравился. Ну и после этого глобальная часть фандома, будем называть, нас так глобальная часть, мы тоже решили, а почему вы не спросили у нас? И все, и начался уже бунт фанатов, которые не проживают в Китае и которым Валка очень даже понравился. Я в их числе. И теперь поговорим, почему, собственно, прорвало теперь уже глобальный фандом, что конкретно накипело у нас, что не устроило нас, почему это вызвало такой ажиотаж, такой бунт. И давайте прям по пунктам пробегусь. Во-первых, это все произошло за 3 дня. То есть 3 дня прошло от момента, что Валка точно остается, и мы просто Валка закрываем. Нас никто просто не спросил. То есть в то время, пока китайцы там что-то истерили и прочее, нам все ок было, нам все нравилось. Нас никто не спросил. То есть если бы спросили, ребят, вам нравится, вам не нравится, то есть как-то учли наше мнение. Наше мнение не учли так, как будто нас просто нет. Его просто убрали, и все. И мы решили подать голос, показать, что, ребят, мы вообще-то тоже существуем. Китаянки постоянно кричат о том, что мы тут донатим, мы тут платим, а вы не донатите, сидите там в своей Европе, играете и не лезьте, это вообще наша игра. И хочется напомнить, что мы тоже донатим. И также следующий момент, который я хочу очень сильно озвучить, мы покупаем мерч. Мы покупаем мерч из Китая. С Таобао. То есть то, что я отдала за это колечко, например, то, что я отдала за парфюм Сайлоса, который ко мне приедет там когда-то, бог весть когда, в предзаказе, что-то еще у меня в предзаказе лежит, что-то с китайских там фан-сайтов каких-то я заказывала. Это все идет в копилку китайцам, то есть китаянки там вопят о том, что мы такие тут донатим, а вы не платите. Минуточку, мое колечко засчиталось за ваш счет, оно засчиталось счет ваших донатов. Какие-то наши донаты, возможно, проходят через китайские банки, вполне возможно, они также засчитываются на счет китайцев, имею в виду донаты уже конкретно в игру непосредственно. И, конечно, когда они говорят, что мы тут донатим, а вы нет, это обидно слышать, потому что, это не совсем так. И объективно определить даже, кто-то сколько задонатил, просто невозможно. Опять же, говорю из-за того, что мы берем тот же мерч из Китая. И, кстати говоря, про мерч, магазинчик, в котором я покупала, как-то выложил партию этих самых колец, одну из партий, потому что на фото мое кольцо я на тот момент свое уже забрала, оно было в другой партии. То есть это даже не единственная партия, и столько колец у них было заказано. И это только в одной из партий, и это только в одном из магазинов, которые ссылают по России. Вы просто представьте себе, сколько таких магазинов, у нас по стране, по миру, потому что не только же в России хотят покупать мерч, и посредников везде, я думаю, дофига и больше. Поэтому говорить, что только они донатят, только они покупают, нет, просто некоторые из наших покупок и наших донатов зачисляется на их счет. Следующий момент, который разозлил инофандом, это двойные стандарты. То, что, как я уже рассказывала, что сочли, что Валка такой весь абьюзер, такой весь плохой бэдбой и редфлаг. И на этот момент просто все начали припоминать, что, слушай, вообще-то Сайлос героиню похищал, изначально. Калеб ее запирал, например, в комнате. То есть эти двойные стандарты, и в каждом, в принципе, в каждом из фаворитов можно найти какие-то изъяны, какие-то, не прям редфлаги, я бы никого не назвала редфлагами, но какие-то негативные черты. Кстати говоря, про фаворитов можно сделать видео с обзором фаворитов, кто редфлаг, не редфлаг, разобрать это все. Если вам интересно видео такого формата, обязательно напишите об этом в комментариях и подпишитесь на мой канал. Возможно, в будущем я сделаю такое видео, если у меня будет больше аудитории по Love and Deep Space, то, соответственно, по Love and Deep Space я также буду больше снимать. И возвращаясь к теме, двойные стандарты у нас было обсуждением, еще момент был, где
Также Калеб называет героиню сестрой, и вот это какой-то, знаете, вот эта инцестная немножко темка, ну, то есть как бы например, для европейской части, да, для западной, это тоже не ок, поэтому нас там что-то там цензурили, что-то там пытались, а китайцам, японцам это зашибись, то есть как бы, ну, извини меня, мы тоже могли завопить, раздуть истерику, кстати, отмените Калебу, почему он вообще, они же брат с сестрой, ну, то есть своеобразненько чуть-чуть, да, на любителя, ну, мы как бы, ну, мы это приняли, мы спокойно к этому отнеслись. Да, где-то у нас это сделали чуть меньше, но местами это My Little Sisters, извините, фигурирует, а потом с этой карточки они шпёхаются, типа ок. Вот. И на почве этого Валка просто отменяют до релиза. Мы даже не успели понять, какой, не успели с ним поиграть, и отменяют из-за того, что он посмел залезть в окно. Давайте Эдварда Каллена тогда тоже отменим, он тоже лазил в окно к героине. Кстати, когда мне было 16, я окно на ночь открывала, нараспашку оставляла, пожалуйста, вдруг ко мне Эдвард залезет, я буду только рада. Следующий, наверное, самый важный пункт, да, который всколыхнул, который больше всего, я думаю, разозлил и на фандом, меня вот отчасти именно этот пункт, наверное, выбесил больше всего. Это то, что, ну, не выбесил, а заставил волноваться, перевел в такое, знаете, чувство какой-то апатии, расстройства, тревоги из-за осознания, что если они сейчас так легко отменили, просто вот так вот отменили Валка, завтра они смогут отменить просто что угодно. Они отменят Сайлоса, потому что Сайлос что-то не то ляпнет в их же карточке, они отменят Калеба, Рафаэль, да кого угодно, они просто возьмут и будут вот так вот. Сегодня вот сделали вот так, а завтра они передумали, отменили. То есть это опять же вот, если сейчас китаянкам особенно дать власть вот эту самую, да, что вершить сюжет, вершить повороты такие крупнейшие, да, развития в игре, то они, почувствовав это, начнут просто вот так вот разработчиками вертеть, и это приведет в никуда. Это просто путь в никуда, когда фанат, да, можно прислушиваться к фандому, это хорошо, слушать аудиторию, но нельзя позволять ей вот так вот вертеть, когда уже персонаж готов к выпуску, готов с ним масса тонны контента, и они отменяют, потому что китаянкам, блядь, не понравился Валка. Это до сих пор, я сейчас это говорю, я не верю в то, что это происходит на самом деле. Прошло уже несколько дней, да, сегодня... Алис, какое сегодня число? Сегодня в Пензе 5 июля. Воскресенье, 5 июля, то есть, как бы, можно сказать, что 4, потому что ночь сейчас с субботы на воскресенье, когда я записываю, это, получается, 4 июля, запомните, потому что у нас тут каждый день что-то меняется. И еще важный момент, да, например, для меня эта игра была своего рода убежищем. Когда ты живешь в мире, где вокруг тебя постоянно что-то вот крутится, нехорошие события происходят, с тобой связанные, просто, да, постоянно какие-то волнения, ну, мы все понимаем, про что я говорю, не буду это озвучивать, но все поняли. Ты просто иногда сбегаешь в этот 2D-мир с 3D-персонажами, и немножечко ты получаешь какое-то убежище. И когда игра перестает таким местом быть, это ранит, реально ранит. То есть первый день я была в таком состоянии, как будто, я не знаю, мне сердце разбили. Вот настолько. Потом же, конечно, появилась злость, появилось желание творить, что-то вытворять. Да, вероятно, на тот момент, когда я выложу это видео, уже готов мой кавер в поддержку Валка. Я оставлю в описании ссылочку на него, пожалуйста, после этого видео зайдите, посмотрите. Я надеюсь, вам понравится. Вот. И это ранит. То есть ранит осознание, что уже не так. Но также появляется надежда какая-то, что мы что-то можем изменить, мы можем подать голос, который никогда прежде не подавали, и сказать: ребят, вообще-то мы тут тоже есть. Если вы нас не видите, не слышите, не замечаете, да не значит, что нас тут нет. То есть, да, отчасти причина бунта — это то, что мы хотим персонажа назад, он нам понравился, это да. Но вторая причина — это также, что мы хотим быть услышанными, мы хотим, чтобы нас заметили, и чтобы с нами считались тоже. То есть, почему китаянки, которым что-то не нравится, хейтерки какие-то, они диктуют, да, а мы тут белый шум. Нет, нас так не устраивает. Ну и, кстати говоря, да, про китаянок, также еще война с китаянками, можно здесь озвучить, да, одна из, вот, что происходит в глобальном фандоме, это война с китаянками, не со всеми, забегу вперед, но попозже про это тоже скажу. Вот, но китаянки, которые просто начали тему расизма, это по-другому не скажешь, посты про, как они нас называют, западные белые шлюхи. Вот.
Так что призывают нас уйти из игры, удалить игру, закрыть нам игру, удалить нам игру, что вообще закройте игру для глобального сервера. То есть, это настолько неадекватно все, настолько низко, ужасно, неприятно, но это вот то, что происходит. Ну и теперь, наверное, самое интересное, да, что же все-таки произошло, но сразу оговорюсь, здесь будут слухи, то есть это такой дисклеймер важный, слухи неподтвержденные, где-то кто-то сказал, где-то что-то написал, бабка надвое сказала, что из этого правда, что нет, мы знать не можем, то есть у нас есть официально есть только вот те посты, которые выпустил Инфолд, пока на текущий момент записи этого видео, да, повторюсь, 4 июля, больше ничего нет, вот. Но все остальное просто это обсуждение, какие-то теории, догадки, давайте обо всем поговорим. И первый момент, да, о котором говорят, это то, что вмешалось государство, что конфликт вышел уже за пределы фандома, и что, будем называть их антифанаты, завалили госслужбы жалобами на игру, и у игры начались реальные проблемы. Говорят, да, что главный директор Paper Games вызвали на ковер в Пекине, игра и офис находятся в Шанхае, и он там провел целый день, объясняя что-то там, мы не знаем, что он там делал, вот, но вот такое говорят. И также крупные китайские СМИ выпускают статьи с жесткой критикой проекта. В общем, игра просто стала глобальной мишенью в Китае. При этом шанхайское правительство пытается всячески отмазать и оправдать, потому что от Инфолда, да, от Love and Deep Space в казну поступает огромное количество налогов. И, соответственно, такую прибыльную кормушку им закрывать просто невыгодно. И да, при этом идет речь даже про закрытие игры полностью. Не только дело Valve, а что, возможно, это все гораздо серьезнее. И вот сейчас, в данный момент, возможно, якобы игру могут проверять на запрещенный контент, на какой-то еще, и что в дальнейшем это может за собой повлечь, мы не знаем. Может быть, как-то контент урежется, может что-то еще, может это вообще все слухи, и все, они просто пройдут всякие проверки, все будет нормально. Вроде как ходил слух, что также они все проверки прошли, и вот все у них хорошо с правительством, налаживается что-то. Непонятно абсолютно, но, вот, говорю, слухи ходят совершенно разные. При этом как раз в этот период у Китая какие-то государственные там праздники, события или какие-то, и даже не очень можно постить развлекательные контенты, поэтому вот как раз в период, пока инофандом атакует все соцсети, они молчат, по какой-то из причин, возможно, потому что праздники они не могут в целом вести такие темки. Вот, китаянки тоже там говорили, что, например, 1 числа они не могут вообще никак выступать. Да, выяснилось, что есть китаянки, которые за Валка, за поддержку Валка, но они не могут говорить, потому что как раз вот 30-го, пока у нас все бомбило везде, все соцсети, они говорили, что мы не можем, но мы к вам завтра у нас празднички пройдут, и там что-то у них там происходило. В общем, мы к вам присоединимся, когда нам можно будет постить, а то мы еще больше огребем. Вот, и да, китаянки потом присоединились на своих каких-то ресурсах. В общем, такую битву фандома, боже, внутри фандома я не видела, наверное, никогда в своей жизни. Такое единство инофандома, это вот просто ты заходишь, постишь что-то в интернете, связанное с этой темой, и к тебе в комментариях приходят итальянки, англичанки, американки, там, я не знаю, то есть со всего мира люди. Это необъяснимое, неповторимое чувство, которое, наверное, за свои 32 года я не испытывала просто никогда. Есть теория, что на Love and Deep Space могут устроить показательную порку, да, показать, что правительство контролирует все, в том числе и развлечения, и, не знаю, закрыть проект могут, что-то еще неизвестно, да, что может произойти, но если захотят устроить козла отпущения, то вот в данной ситуации как раз, да, это сейчас и происходит. Love and Deep Space может стать именно той самой игрой. И что для нас, игроков, это может значить, это то, что решения, которые принимаются на уровне правительства, мы не можем никак не оспорить, не контролировать, мы не можем ничего сделать, мы можем сидеть и ждать, устраивать какие-нибудь бунты в соцсетях, но от нас, по сути, глобально и зависит, и нет, наверное, да, в каком-то смысле. Вот, на решение принимать мы влияние все-таки не можем. И если все закончится плохо, так скажем, да, особенно плохо, если игру закроют вообще, то, по сути, это будет таким, знаете, показательным, да, прецедентом для всех
игр. Я бы сказала, не только о Тома игр, это вообще в принципе для всех игр. Ну, то есть, если это будет сделано с подачи правительства, то да, что в дальнейшем ждет в принципе всю индустрию, очень сложно сказать, но, видимо, ничего особо хорошего не ждет. Но давайте теперь о хорошем, да, поговорим о что будет дальше, возможно, будет ли все хорошо, да, при каких условиях это будет, что может быть. В общем, давайте, да, обсудим какие-то позитивные моменты во всей этой истории, которые дают какую-то надежду. И первый момент, да, это то, что Валка уже сделан, он уже существует. У него есть эти файлы, да, то есть есть эти файлы игры, вот все готово для того, чтобы запустить персонажа. И даже при каком-то негативном раскладе, да, если, ну, при условии, что просто откладывается его выпуск какой-то, да, заморозят, но могут также, в принципе, и разморозить. То есть, если, конечно, не решат выкинуть его совсем в помойку, но, опять же, потрачено время, потрачены ресурсы, вот оно готово, только выпусти. Вот, то есть оно уже как бы есть, готово к запуску. Следующий позитивный момент, да, говоря, возвращаясь к теме правительства, как я уже говорила, то, что Шанхай студию поддерживает, потому что, ну, помимо того, что это налоги, да, это еще и рабочие места, это экономика, вот, то есть это все Шанхаю в плюс идет, соответственно, им выгоднее, чтобы Love Deep Space оставалась на плаву. И они защищают студию, интересы студии. И это уже как бы тоже позитивный момент. Следующий момент — это то, что глобальный фандом впервые, наверное, о себе так громко заявил, создали петицию, собрали подписи, да, в описании к этому видео я приложу ссылочку на эту петицию, если вы еще не подписывали, обязательно подпишите, вот. Насколько я помню, в последний раз, когда заходила, было где-то 200 тысяч подписей, а за первые, по-моему, сутки собрали 100 тысяч, что-то там были цифры, очень быстро это все развивалось, очень быстро распространялось, то есть это была такая быстрая очень акция и шумиха, что снимали видео, рисовали арты, я не знаю, просто, ну, делалось все, чтобы это распространить, сказать, никто не молчал, и, наверное, это впервые вот именно, кстати, коллективно прорвало инофандом, коллективно все были согласны. Ну, да, есть единицы, которые вот против, которые считают, что да, убрали его, и слава богу, но этих людей настолько мало, что если они где-то вылезают, то очень быстро им приходится выползать обратно со своим ценным мнением. И даже если Валка не вернут, то разработчики теперь о нас знают. Они знают о том, что мы очень можем громко шуметь, мы тоже можем высказывать свое недовольство. Просто, знаете, вот, ну, реально, портал открылся, потому что, ну, придумали хэштег, да, который начали распространять, начали об этом говорить, писать в неимоверных количествах, спамить везде в комментариях, в соцсетях у компании, даже какой-то был стрим, честно, не помню, что это был за стрим, да, не вникала в подробности, но тоже у нас девочки это вроде как начали писать, и чат очень быстро закрыли. По-моему, это было Anime Expo, где сейчас представляют, как раз компания представляет фаворитов там, без Валка, да, остальных фаворитов. И когда в чате начали писать наши девочки про «Верните Валка», все вот это, просто со стрима закрыли чат. Вот. Я не могу сказать, это, конечно, плюс или минус, что из-за людей вынуждены закрывать чат, но, в общем, шум подняли, заметили. Ну и нельзя не упомянуть, что мы просто обвалили рейтинг приложений во всех маркетах до таких цифр, что, мне кажется, они разработчикам снятся во страшных снах. То есть, чтобы Love Deep Space имела оценки 1.3, 1.2 во всех просто, во всех странах, знаете, такая коллективная акция, масштабная, коллективный бунт. Мне кажется, они просто сейчас бедные там не спят, либо не спят, и у них перед глазами вот эти вот 1.2. Это страшно, мне и смешно, и вроде, как бы, понимаешь, жалко их, да, жалко, но извините за Валка, нам тоже жалко, поэтому вот, получи, чё, как бы, продал, то и получил, как нахуячено, так и оплачено. Ну и следующий приятный момент — это то, что, да, как я говорила, к нам присоединились китаянки, адекватные китаянки, которые, может быть, до этого, как бы, ну, боялись подать голос, я не знаю, либо из-за праздников молчали, но так как они увидели, что на иностранной части фандома просто бунт, а у них, насколько я слышала, в Китае за их хорошее мнение их просто тоже буллили, но они увидели в нас поддержку, в том, что мы
против такого решения, они к нам присоединились, то есть они начали нас поддерживать, также они начали нам рассказывать про ситуацию реальную, что у них происходит, все такое, то есть как бы это все идет такое, знаете, общение между, а вот у нас вот так, а вот вы в этих соцсетях, а мы вот в этих соцсетях, то есть это просто какая-то странная дружба между людьми вообще из разных стран, то есть общий враг нас объединил, и это, конечно, это очень, говорю, странное ощущение, необычное. И 2 июля девочки, да, VIP-игроки, которые вложили больше 4 миллионов юаней, они вышли на улицу, вышли на митинг, так сказать, к компании, они пришли туда с цветочками, с шоколадками, то есть, с миром и с добром пришли как бы высказать, что они против такого решения, что они как бы поддерживают Валка, выкладывали очень трогательные записки от разработчиков, которые мы передали им, что приходите, девочки, там 9 числа, мы вам будем рады, какая бы погода ни была, приходите, а 9 числа это как бы, да, дата, когда должно быть обновление, оно должно как бы выйти с Валка было. Вот. Ну и девочки таким образом хотят показать, что адекватные игроки существуют, что они есть, у них тоже есть голос. Следующее слух, да, что японский аккаунт отменяет летние ивенты, и официальный аккаунт в данный момент, да, теряет 1000 подписчиков. Опять же, вот в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютубе там, по-моему, поменьше, но вот ТикТок и Инстаграм вот за момент с начала, как это произошло, до текущего момента, у них был 1 000 000 подписчиков, и последний раз, когда я заходила, у них уже было 880 тысяч, 890 тысяч, то есть они уже 100 тысяч с лишним они потеряли. Вот, и продолжают терять, то есть это уже в процентном соотношении, это огромное количество, очень многие игроки удаляют игру, многие не заходят в игру, бойкотируют, еще большее количество не донатят. Да, в дальнейшем я обязательно скажу, что можно делать, какие вообще, в принципе, есть методы борьбы, да, которые мы используем, что можете сделать вы, если захотите, вот, и... Далее еще момент, что привлекли уже кей-поп фандомы. Нас поддерживают кей-поп фандомы. Тоже видела посты или что-то такое от Stay, да, это поклонники группы Stray Kids. Кто-то еще там присоединялся, то есть тоже уже другие фандомы приходят на помощь, другие блогеры какие-то крупные, некрупные приходят на помощь, чтобы придать этому наибольшую огласку. Потому что это не ок, и это может реально повлиять на всю индустрию игр в принципе, да, на примере, вот если такое произошло один раз, такой прецедент, то почему это не может случиться с вашей любимой игрой? В один из первых дней, когда это только произошло, я наткнулась на официальном канале Change.org в ТикТоке. Они выложили видео в поддержку Валка, то, что у них есть такая петиция, чтобы вернуть Валка, и это, конечно, знаете, увидеть с официального аккаунта в ленте рекомендаций, то есть, да, медийный шум — это то, что действительно может повлиять, особенно за рубежом, да, как бы Китаю не нужны репутационные потери на уровне страны, и поэтому с наибольшей вероятностью это, сыграет тоже в плюс, да, как в поддержку, что это, да, эту игру очень сильно любят, но если вы ее закроете, мы в Китай не поедем, потому что, а что нам-то ехать, если ивентов не будет, где будут наши фавориты, мы не поедем к вам в Китай, то есть это даже на уровне страны, это прям, скандал, знаете ли, вот, поэтому, как бы, это тоже играет на руку, любой медийный крупный шум, это нам поможет. Ну и есть еще одна теория, она здесь будет просто как вишенка на торте, она моя любимая, и когда я ее прочитала, я сказала, боже, если это будет так, то эти люди просто гении и звери в одном флаконе. В общем, есть теория, что это все изначально спланированная акция. Что на это указывает? Возле здания, когда только-только анонсировали Валка, была выложена такая, знаете, большая лапа и как бы обтянута сигнальными лентами. Якобы Валка пробрался к ним в офис. И теория такая, что Валка пробрался к ним в офис, да, и он выложил этот пост. Пост про то, что отменил все любовное интерес. Он, скажем, сам себя отменил. Вот. И также кто-то заметил, что на посте, на письме, да, которое обращается к нам, что извините, но Валка не будет, нет значка копирайта. Копирайта, как они обычно пишут, да,
все права защищены, игра такая-то, такая-то, вот, на других постах он есть, и на этом нет. Но я, знаете, я посмотрела другие посты, если честно, ну, как бы на каких-то постах есть копирайт, на каких-то нет копирайта, как будто бы немножко на это, ну, забивают, что ли, либо нет, либо есть какая-то логика, не знаю, это типа новостной, там, значит, ставим копирайт, не новостной, не ставим копирайт, то есть, возможно, есть какая-то логика, в которую я не вникала сильно так глубоко. Вот, ну, то есть, либо это просто они забили на это, да, если это не вот эта теория, а либо это, ну, это фейковое письмо, которое написал нам Валка. Но эта теория, конечно, это, знаете, такой черный пиар, по сути, да, такая рекламная акция, а потом нам скажут, что это все, значит, сделал Валка, вы что, как вы могли поверить, да, они там все там угорают над нами, но, конечно, эта теория такая, она... наверное, очень сильно притянута за уши в том плане, что мы хотим просто найти хоть одну причину, почему все это может быть не по-настоящему. То есть мозг пытается зацепиться, что-то такое придумать. Но, конечно, такие репутационные потери для такого крупного бизнеса это такой риск, как кто-то, да, писал, что невозможно это просчитать. Это действительно так. То есть, ну, нельзя просчитать, что глобальный фандом вот так вот сполошится, что обвалит рейтинги, а рейтинги — это деньги. И никакая компания перед релизом нового фаворита не захочет терять деньги. А когда игру удаляют массово, когда массово обваливает рейтинг в Play Market, там еще, да, в сторах, ну, я не знаю, то есть ради какого-то пиара теоретически возможно. На практике реально, но это такая схема, я бы сказала, это слишком черный пиар, слишком жестокий, наверное, пиар, потому что, мне кажется, даже не все игроки простят такое компания. Но в следующий момент, который, как я думаю, если бы это действительно мог быть пиар, то это бы быстрее закрылось. То есть, когда компания бы реально вот поняла, что вот этот вот шок прошел, и начались протесты, массовые бунты, обвал рейтингов, и вот эти вот распространения, да, что давайте ставить там 1 звезду на Play Market, давайте не заходим. Короче, когда это переросло в масштабный какой-то скандал глобального уровня, тогда бы они быстренько уже выпустили письмо, что да, то есть это не продлилось бы так долго. А сейчас, в текущий момент, уже прошло сколько? По-моему, это четверг произошло, да? Или даже в среду, я уже потерялась в днях. Ну, в общем, уже прошло больше 3 дней, пока тишина, и это слишком долго для того, чтобы это быть запланированной акцией, ну, как мне кажется. Но также, как вариант, они могут сказать, что это все было спланировано, что это вот Валка, знаете, когда не захотят признаваться, что они проебались. Вот, что они где-то прогибались, что они слишком, может быть, опрометчиво сказали, что мы его закрываем, вызвали еще больший скандал уже мирового уровня. Вот, и если не хотят это признавать, они решат, вот, что, ну, мы скажем, что это мы так придумали. Но по факту, может, на самом деле, там, директор при этом вот на ковре в Пекине стоял, умолял, не закрывайте, пожалуйста, ну, мы же не знаем. Вот, то есть, возможно, такой вариант. Ну и я спросила нейросеть DeepSeek по поводу всей этой ситуации, все рассказала, показывала ему там посты, все такое, он все это проанализировал. Ну, в общем, конечно, мы не можем доверять нейросети там однозначно, да, но прецедентов подобных в мире игр особо-то не было, вот, ну, прям такого вот, чтобы масштаба. DeepSeek, конечно, настроен негативно, да, что, ну, вероятнее всего Валка не выйдет, то есть они не откатят это решение, как бы мы ни бунтовали, вот. Также остается вероятность, что игру все-таки закроют. Это самый худший вариант. Вот. Ну или, может быть, также, что персонажа заморозят, либо отложат выпуск на полгода, год-два, там, когда все это утихнет, когда успокоится. Есть также версия, что его перерисуют, сделают его тем самым смазливым, слащавым пацаном, которого хотят китаянки, но который не нравится нам. Но это тоже вызовет, опять же, шквал негодования и бунта уже с нашей стороны. Хотя, мне кажется, после такого у нас не будет просто сил продолжать бороться еще и за его внешку. Скорее, это будет такой херовый, но компромисс. Вот, такой вариант вероятен. Потому что, знаете, как бы кто ни говорил, там, что китаянки, вот они просто сделали реально Валка козлом отпущения, просто потому что он не понравился им внешне, ну, если говорить честно. То есть, если бы он был миленьким, смазливеньким, как им нравится, как они хотят, то, скорее всего, они также ему простили бы все. Просто. И ничего не было. Потому что они начали просто искать в нем. Когда ты хочешь найти недостатки, ты их обязательно найдешь. Собственно, это и случилось.
Ну и прежде чем перейдем к обсуждению, что мы, в принципе, можем сделать, что повлияет, что не повлияет, хочу также сказать, да, что у меня есть телеграм-канал, заходите, пожалуйста, в него. Там я пишу и про Love and Deep Space, и где-то по жизни что-то, и про клуб романтики, когда я начинаю вновь в нее играть. Ну, в общем, про все бывает. Заходите, буду вам очень рада. Не забывайте также подписываться на YouTube-канал, ставьте лайки. И если кто-то захочет поддержать развитие меня и моего канала, у меня есть аккаунт на Boosty, на Donation Alerts. Ссылочки будут в описании, я буду очень вам благодарна за поддержку. Ну и последний пункт в моем списочке Bring Valka Back. Это что мы можем сделать, да? Ну и первый момент, самый, наверное, важный, о котором мне говорил DeepSeek, он сказал, что да, что наиболее повлияет, может повлиять, и о котором говорят и девочки там, и кто-то еще, да, говорит, китаянки. Первый момент — это бойкотировать донаты. Это самый, наверное, важный пункт, потому что пока разработчики не увидят реальное падение статистики дохода, ничего не поменяется. То есть мы будем услышаны, когда перестанем донатить. Когда от нас перестанут приходить деньги, тогда придется что-то делать. Вот, то есть первый момент — это не донатить. Второй момент: также призывают, ну тут уже, конечно, по возможности, не заходить в игру. Кто-то удаляет игру, но не заходить будет тоже очень хорошим методом, потому что как раз сейчас разработчики выкатили, что каждый день ты получаешь там билетик за вход. У кого-то горят аурумы, то есть здесь именно вот каждый сам для себя решает. Вот, заходить, не заходить — это личное дело каждого. Вот, но именно активность входов, она тоже может сильно повлиять, если статистика упадет у глобального сервера, вот, то это может оказать влияние. Далее, уже, наверное, не столь, может быть, эффективно, да, но зрелищно, это подписать петицию. В принципе, это занимает немного времени, так что хуже не будет. Ссылочки в описании добавлю, да, на петиции на Change.org и на втором сайте. Вот, так что можете перейти, подписать. Опять же, ну, это показывает, сколько нас реально человек, что нас много. Потом в первые дни призывали писать на почту разработчикам. Я тоже написала на почту разработчикам, что вот, ребят, так и так, я хочу, чтобы Valka вернулся. Я вообще от себя написала письмо. Я, честно, даже не знаю, пришел ли ответ, я не заходила на почту. Вот, есть заготовки, да, шаблонов писем, которые можно отправить. Но мне кажется, уже разработчикам писать уже смысла нет, спамить. Ну, как бы, может, и есть смысл, да, но, в принципе, возможно, от разработчиков здесь уже не так много зависит. Кто-то призывал писать уже на адрес правительства, потому что, так как говорят, что хейтеры завалили правительство плохими письмами про игру, теперь мы должны завалить хорошими. И особенно от нас, как от иностранок, будет влияние выше, чем если там мы как были китаянками. Вот. Я не знаю, насколько это эффективно и нет, призывать прям не буду, да, потому что, не знаю, я бы побоялась, наверное, честно, я не писала правительству, мне как-то что-то как-то, не знаю, писать правительству мне немножко стремновато, вот, но такая вот темка есть, так что если захотите, если вы считаете, что да, это хорошая идея, пожалуйста, тоже напишите, черканите, что все ок с игрой, что мы хотим, чтобы также продолжалось все ок, пожалуйста, и Волка нам, пожалуйста, верните, мы хотим Волка в игру, хотим с ним карточки. Далее, что еще мы можем сделать? Конечно, мы можем все это форсить, да, распространять. Я вот сейчас записываю это видео как раз-таки, потому что, да, сейчас у меня очень... Кто меня давно смотрит, да, спасибо вам большое, кстати. Обязательно маякните в комментариях, что вы меня продолжаете смотреть. Потому что у меня сейчас меньше времени снимать видео, но даже тут мне пришлось просто отложить все планы на выходные и записывать вот это видео, потому что срочно, потому что я хочу Волка обратно, потому что мне обидно. Вот, так что мы можем, да, блогеры, крупные, не крупные, мы можем это оглашать. Я вспомнила про то, что я блогер, что я тоже имею какой-никакой голос. Вот, мы можем это оглашать, распространять и придавать огласке. Хуже, я думаю, не будет. Ну и сейчас также идет разговор о том, что 9 июля, в день обновления, устроить игре бойкот.
Вот в этот день прям реально даже те, кто сейчас там входит в игру, ну, честно говоря, я захожу в игру, забираю ежедневно и также быстро оттуда выхожу. Вот, да, моей силы воли не хватило, чтобы там удалить совсем, ну, потому что я еще хочу реран Сайлоса. Да, я, вероятнее всего, буду продолжать играть, просто я погрущу какой-то период, если вот, ну, все так будет. Возможно, я и так, в принципе, не сказать, что я много донатила, да, я, кстати, да, я оставлю ссылочку на донатный сайт в комментариях, но сейчас, пожалуйста, вы не пользуйтесь, но если все утихнет, все будет хорошо, и вы не будете знать, через что можно задонатить, да, вот вы меня поняли. Но, в общем, 9 июля в игру не заходим, устраиваем бойкот, устраиваем вот действительно показательную порку Love and Deep Space, да, показываем, что в день обновления, когда все ждут, наоборот, всплеска, да, вот взрыва вот этого, что, ну, обнова же вышла, а мы 9-го бойкотируем, чтобы какое бы событие они не выкатили, даже, в принципе, если не выкатят какой там, не знаю, миф Рафаэля, вроде как говорится там, что будет миф Рафаэля, 3-й, в принципе, ну, хорошо, фанаты Рафаэля, я вас понимаю, вы, наверное, очень захотите зайти, но, в принципе, как бы на следующий день миф никуда не денется, можно один день пропустить. Вот, так что 9-го, day off, Black Day, когда Love and Deep Space будут ждать, что мы побежим донатить, мы сейчас все кошельки вытряхнем, а мы вообще не заходить не будем. И это, конечно, это очень сильно обвалит, потому что, первый день всегда, когда какие-то крупные донаты приходят от китаянок, у них рейтинги взлетают, нам дают крутки подарочные, вот. А в этот день просто, вы представляете себе, они увидят. Они это просто увидят, вот. Ну и, собственно, мне кажется, я просто собрала все, что известно по данной ситуации к данному часу. Возможно, к моменту, когда я выпущу это видео, хотя я постараюсь это сделать очень быстро, уже что-то еще произойдет, потому что поговаривают, что вот в понедельник, в понедельник, по-моему, 6 число будет, да, в понедельник что-то, может быть, скажут. Потому что 7-го вроде как какой-то опять праздник в Китае, а 8-го, то есть 6-й либо 8-й, а 8-й уже прям за день до обнова. Вот, то есть, возможно, разработчики как-то подадут голос. Мы не знаем, что это будет, какая-то вообще, никаких вообще версий. Все на что-то надеются, конечно же, продолжают атаковать. Один день там была акция организованная, что Инстаграм, другой день Твиттер, другой день, Твиттер X, да, который сейчас, другой день ТикТок, Ютуб, в общем, все это в разные дни было атакование хэштегами, аккаунты разработчиков, аккаунты девочек, которые поддерживают возвращение Валка. Вот, и не знаю, пока у меня нет каких-то версий, я надеюсь на лучшее, я верю в лучшее, я очень хочу, чтобы этот чувачок вернулся, мне очень интересно, какой он, потому что даже по трейлеру уже Сайлос мой сидит там переживать. Говорю, волноваться за эту ситуацию могут не китаянки, только вот мой Сайлос и мой кошелек. Все, кто еще может за это волноваться? Вот, так что, в принципе, инструкция, я думаю, понятная, дальше что делать. Но для тех, кто как бы в игре это не сведущую, хотела просто посмотреть для ознакомления, что у нас тут произошло. Вот, собственно, вот этот пиздец произошел. Благодарю вас за просмотр. Если у вас какие-то свои есть версии, свои теории вдруг, может, что-то новенькое уже к моменту появится, пишите об этом в комментариях. Тоже обсудим и будем вместе с вами ждать новостей. Ну что ж, добавляю обещанную порцию новостей спустя 3 дня. Здесь будут как актуальные слухи и сплетни, так и официальные новости, хорошие и не очень. На момент 8 июля, накануне обновления, Infold продолжает сохранять тишину, и никаких официальных постов нет. Кроме новости о том, что игра снимается с участием в мероприятии Billy World. Но с учетом общего скандала это было довольно ожидаемо. Помимо этого появилась информация о предзагрузке, и ходят посты о том, что она подозрительно большая для только лишь обещанного обновления кухни. Игра почистила те самые нашумевшие файлы Ксавьера, а также отредактировала татуировки персонажей из события Catch 22, пока Анти еще что-то не придумали. Еще заменили обложки трека Валка на всех площадках с его лица на нечто нейтральное, но вроде как и у остальных фаворитов треки тоже без лиц. Это из официальных новостей. Но есть также свежий и не очень радостный слушок о том, что все это может быть большая заказуха от конкурента. Компании Tencent, которые уже не раз топили игры и методы были похожи. Покупка хейтерских
комментов, ботов и СМИ перед важным релизом в игре, доведение это все до правительства и до полного абсурда. Если это действительно так, то говорят, что дело дрянь, так как это очень крупный гигант, с которым Paper Games недавно даже судились. Суд выиграли, но дорожку, предполагается, перешли. Тем более, как раз у них выходит похожий на ладс Otome игра Silent Whisper. И, собственно, в результате суда и выяснилось, что за Silent Whisper стоит этот самый Tencent. Так это или нет, мы наверняка сказать не можем, но в любом случае имейте это в виду. Если решите обидеться на Infold, удалить игру и перейти к конкурентам. Но есть в этом служке и приятности. Если это действительно попытка повторить игру компании-гигантам, то одного момента они не предусмотрели – нас с вами. И то, что глобальный фандом поднял и раздул шумиху, в этой ситуации может быть самой настоящей защитой для Love in Deep Space. Ну и подытоживая, мое мнение того, что нас будет ждать завтра. А когда вы посмотрите это видео, возможно, этот день уже наступит. Так как утром никаких анонсов, ивентов и реранов не было, я склоняюсь к двум вариантам. Первый вариант – Infold все-таки выпустит Волка в тихую. Это будет радость и вау-эффект для одних и повод вылить новый ушат говна на компанию для других. Вероятность такого исхода низкая, честно говоря, но я верю, что Хогвартс где-то существует, поэтому почему бы и нет. Тем более китаянки в соцсетях пишут, что весь хейт в адрес Valve компании тщательно вычищается, и вроде как даже тех самых хейтеров, с которых все и началось, привлекли к ответственности, начали вызывать в полицию, и они удаляют свои посты. Ну и второй вариант – обнова будет пустой. Никаких баннеров и ивентов хотя бы в первый день релиза нас не ждут. Иначе как минимум накануне нам показали бы трейлер нового мифа того же Рафаэля, о котором были разговоры, или хотя бы дали какой-нибудь реранчик. Наиболее вероятным, мне кажется, второй вариант с одной лишь поправкой. Валка не отменят насовсем, но его релиз отложат на несколько месяцев или на полгода-год, потому что все, что на текущий момент делает компания, это скрывает контент с ним из соцсетей и зачищает негатив, но не удаляет полностью. За это время все стихнет, хейтеры потихоньку примут новость о том, что Валка все же не отменят, а те, кому он понравился, будут смиренно ждать. И подпитанные долгим ожиданием, возвращение и запуск любовного интереса выйдет действительно триумфальным и в правильное время. Главное, чтобы не получилось, как с новеллой «Дракула. История любви» клуба романтики, финал которой откладывали несколько лет и в результате ее уже перестали ждать. Любому терпению и ожиданию есть предел. Но я буду очень рада, если ошибусь и уже завтра смогу насладиться контентом с новым фаворитом. Хотя и не удивлюсь, если видя такую оглушительную любовь инофандома, компания захочет нас немного поморозить. На этом я точно сказала все, что хотела, по крайней мере на текущий момент. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца, и до встречи в моих соцсетях и новых видео. Пока и удачи вам в гаче!